Приветствую вас, путешественники! В этом видео я расскажу вам о самом уникальном городе Вьетнама – Далате. Этот город находится высоко в горах и окружен множеством природных чудес. Далат выделяется своей оригинальной архитектурой и огромным количеством тематических парков, которые гармонично интегрированы с природными сокровищами этого региона. Я сейчас нахожусь в кафе на подъезде к городу Далат. В Далате я проведу несколько дней. Тут очень много достопримечательностей, водопады, озера, разные фермы интересные. И этот город еще интересен своей природой, потому что он находится в горах на большой высоте. Температура здесь чуть-чуть ниже, чем была на побережье. И горы. Горы – это самое главное. То есть важны не сами достопримечательности, а сама поездка к этим достопримечательностям. Дорога сюда впечатляет, и я прям предвкушаю, что будет в самом Далате. Вот заказал в кафе себе еду. Курица с рисом, перепелиные яйца со свининой. И все это вот с таким красивым видом. Сейчас я нахожусь в очень уникальной пагоде под названием Храм Дракона. Уникальность ее заключается в том, что она украшена множеством мозаик, выполненной из разбитой керамической и фарфоровой посуды, с очень уникальной и богатой детализацией. Вот у нас дракон и вот детализация мозаики. Храм был построен в 1949 году и также состоит из 49-метровой башни и самой большой во Вьетнаме статуи Будды из цветов. Храм огромен, очень впечатляет. Эту мозаику хочется рассматривать каждую колонну, каждый кусочек. Все так интересно сделано, вкусно. Вот смотришь, все эти перила, все эти узоры. Это столько работы и такая красота, такое наслаждение для глаз. И я очень рад, что я посетил эту пагоду. Она невероятная. Это действительно вот то, что отложится в памяти на всю жизнь. Потому что ты путешествуешь, много разных пагод, красивые, да, очень, но когда там тебя спросят какую-то, назови классную, вот я назову эту. Вот Вьетнам, эта пагода дракона очень крутая. Добравшись на самый верх башни, можно на бумажечке написать свое желание, потом ударить 2 раза в этот огромный колокол, и желание сбудется. Проверим. Весит этот колокол 8,5 тонн и высота его 4,30 метра. Впечатляет. Я сейчас нахожусь возле популярной достопримечательности города Далата, палац короля Дай Бао. И, соответственно, палац называется Палац Дай Бао. Это летняя резиденция последнего императора Вьетнама, который правил до середины 20 века. Построен палац был французами в 1930 году и сочетает в себе элементы архитектуры французской и традиционных вьетнамских стилей. К сожалению, как это часто бывает, он закрыт на реконструкцию. Но я полетал на дроне и скажу, что расположение палаца уникально. Он покрыт весь вокруг деревьями. И с его окон видно все холмы, все горы, весь город Далат. Поэтому жить там было, наверное, одно удовольствие. Но, к сожалению, я не попал. Там внутри этого палаца есть одежда императора, посуда, как он жил. В Далате мне очень понравился выбор жилья.
Вот этот огромный номер стоит $8. Есть и дешевле номера, но они там отличаются в $1,5. Лучше уже снять большой, где тебе предоставили чайник, воду и все, что ты хочешь. Выбор жилья огромный, на любой вкус. Вот, например, мой номер, есть шкафчик, телевизор, все что угодно, чтобы проводить длительное время. Санузел большой. И посмотрите, вот раковина только как красиво выполнена. Это камень, это не наклейка. Современный лист. В Далате с едой все очень хорошо. Огромнейшее количество баров, ресторанов, стритфудов и всяких столовок в азиатском стиле. Наиболее ярко запомнившееся мне это вот такая жареная говядина или козлятина с яйцом, подающаяся на чугунной сковородочке. Вкуснейшее блюдо. Цены абсолютно вьетнамские, нет такого, как Далат туристический город и Price X3. Цены, как и по всему Вьетнаму, за 2-3 доллара можно вдоволь наесться одним блюдом. А также есть множество современных кофеен. Я сейчас нахожусь, на мой взгляд, самая главная достопримечательность Далата. Это дом-гостиница под названием Crazy House. Дом декорирован разными интересными элементами, напоминающие сказочные деревья. Вот, например, колонны этой лестницы выполнены из деревьев, а также декорирован элементами известняковых скал, которые по Вьетнаму встречаются очень и очень часто. И вот в такой форме построен весь дом. Очень много здесь есть интереснейших лесенок, напоминающих больше какой-то лабиринт или американские горки. По этим лесенкам очень классно гулять, они узенькие, и это что-то действительно уникальное. По стилистике мне дом напоминает, есть похожий сказочный дом в Вене, Австрия, а также архитектуру Антонио Гауди в Барселоне. И кроме вот этих всех известняковых вьетнамских пещерных элементов и этих лестниц, лабиринтов, а тут прям можно запутаться и гулять по нему можно очень долго. Здесь еще есть какие-то сказочные элементы. Вот, например, сейчас руки некого, кисти некого существа страшного. Но мне не страшно, мне наоборот здесь очень весело. Вот главное здание гостиницы. Это, ну скажем так, ствол большого дерева, и на каждом этаже там располагаются гостиничные номера. Итак, друзья, сейчас посмотрим гостиничные номера. Все показывать не буду, покажу несколько. Вот один номер, кровать, вторая кровать и есть туалет. Каждый номер имеет название какого-то животного существа. Например, это номер Land Eagle. Вот такой птички. Надо учитывать то, что туристов здесь очень много, и если вы будете здесь ночевать, то выспаться долго вам не получится. Я думаю, в 7 утра уже нужно просыпаться и убегать отсюда. Иначе будете фотографируемым инста-экспонатом. Холл гостиницы. Туристов очень много, поэтому приходите очень рано, если вы хотите нормально тут пофотографироваться. Мне что-то снять, видео какое-то, нереально здесь. Видите, как я и говорил, все эти ступеньки напоминают какие-то американские горки. И вот здесь этого дома тоже декор мне нравится. Очень красиво отсюда выглядит коралловая часть дома. Вот моя любимая ракушка. Но самая большая комната, которая мне понравилась, это комната подводного мира. Она декорирована кораллами, колонны тоже выполнены в форме кораллов. И есть множество инсталлокаций, где можно фотографироваться, как будто вас съедает акула. Этот дом был спроектирован вьетнамским архитектором Данг Вьет Нга. И многие люди говорят, что, боже, сколько у него фантазии, как он это все придумал. Но
всю фантазию я вижу, что он черпал из природы. Тут нет ничего экстраординарного. Просто подводный мир, либо мир леса. И чуть-чуть добавил сказочности всякими монстрами, что ли их назовем, сказочными существами. Сейчас я нахожусь возле прекраснейшего, большого, классного, шумного водопада под названием Датанла Waterfall. И к этому водопаду тут построили целую интереснейшую инфраструктуру. Ну вот, например, Кинг-Конг, и в его руках, в этой руке или в этой, можно фотографировать людей, как будто он их схватил. Но самое интересное из инфраструктуры, что мне понравилось в этом водопаде, это спуск к нему и подъем от него. Можно к нему спускаться пешком по ступенькам, а можно спуститься на таких монорельсовых американских горочках, которыми ты сам можешь управлять, добавляя больше газа или больше тормоза. Очень классные горочки, я проехался, это просто офигенно. Самое главное, чтобы перед вами никого не было, чтобы вы не тормозили и смогли разогнаться на максимальную скорость, чтобы ощутить классный кайф и адреналин. И я вам скажу, что я очень рад, что я не пожалел денег и спустился на этих горочках. Стоит это 130 донгов, это приблизительно 5 долларов. 5 долларов. И сам водопад стоит 50 донгов, это 2 доллара. Ну вот, вот такая интересная локация Датанла Waterfall. Мне очень нравится. Нахожусь возле достопримечательности, которая называется Глиняный тоннель. Это вот такой тоннель ущелья, где разные скульптуры сделаны из глины, отображающие культуру и историю Вьетнама. Но главным образом я сюда пришел подойти ближе к озеру, которое перед этим я объехал на мотобайке, и это было офигенное приключение. Озеро очень красивое, с множеством заводей и запахом сосен всю мою дорогу по нему. В принципе, очень интересная достопримечательность. Тут много разных тематических инсталляций. Особенно если вы путешествуете с детьми, это вам будет очень интересное место. Много-много всего. Парк большой. И заканчивается этот глиняный туннель вот такими красивыми статуей-воротами, фотоясь, возле которых открывается вид на одну из веток заводи озера. Но, к сожалению, до озера далеко идти, и то, что я планировал дойти до него, прикоснуться к озеру, не получится. Поэтому поеду и где-нибудь остановлюсь рядом, где есть до него доступ. Например, покатаюсь на лодочке. Итак, друзья, это великолепное озеро-водохранилище Туем-Нам. Оно имеет очень много разветвлений, и все эти разветвления порезаны вот такими холмами зелеными, что создает невообразимо красивые пейзажи. Благодаря этим красивым пейзажам тут сформировалась своя инфраструктура, настроили кучу разных отелей, гестхаусов, глэмпингов, тематических парков. Все парки я, естественно, смотреть не буду, это больше для детей. Я посмотрел глиняный туннель, и мне, в принципе, хватило. Но, объезжая это озеро, я получил массу наслаждения, потому что каждая его веточка – это отдельный вид. С определенного ракурса это отдельно другой вид. И я просто ехал, несколько раз его объезжал и наслаждался его красивейшими пейзажами.
центре города Далат есть красивейшее живописное озеро. Оно довольно большое. Здесь можно кататься на разных лодочках. И после рабочего дня сюда приходят местные жители вместе с собаками. Кто без собак, встречают закат. Очень красивая, релаксовая атмосфера. Мне нравится, что вот уже появляется дымка, которая создает эффект какой-то мистичности этого озера. В общем, очень живописные виды, красивейшие пейзажи. И я рад, что мой день закончился именно на этом озере. Красота неописуемая. И это все в центре города Далата. А вообще Далат покорил мое сердце, потому что это город, он на таких возвышенностях, холмах, и все ущелья застроены домами. Причем дома не трущобами какими-то, а качественными, современными, по-богатому сделанными домами. В французском стиле, в европейском стиле. И наивысшие отметки ставлю этому городу. Вечером на центральной части города в Далате выстраивается вот такая выставка семейных пар собак. Похожего явления я не видел ни в одном городе Вьетнама. Они очень красивые, такие няшные, к ним так и хочется прикоснуться. И все люди, естественно, и дети с ними фотографируются, но это не бесплатно. Также под центральной площадью находится главный супермаркет города, где можно приобрести шмотки от разных брендов, а также продукты питания. Я сейчас нахожусь возле достопримечательности, которая называется Долина Любви. Это тематический парк, главной достопримечательностью которой является огромнейший стеклянный мост, просто длиннющий, и лабиринт из кустов в форме сердца, так как Долина Любви, соответственно, лабиринт в форме сердца. Также здесь полно всяких декораций, таких как мини-статуя свободы, мини-эльфелевая башня, мини-замок. Мой главный интерес здесь был – это заводь воды. Интересный рукав, ответвление от речки. И вот, в принципе, больше здесь мне ничего было не интересно. Поэтому тратить 400 тысяч донгов, чтобы посмотреть заводь, ну, как-то не хочется. Если уже тратишь 400 тысяч донгов, то хочется уже в этом парке находиться целый день. Но я такой больше номад-путешественник, это чисто семейная тема, всякие галереи цветов, сердечки. Поэтому, когда у меня будут дети, я сюда вернусь и погуляю. А сейчас двигаемся дальше к водопадам, закатам, восходам солнца, ущельям и просто красивым природным местам. Я сейчас нахожусь в тематическом парке под названием Golden Valley, Золотая долина. Он точно так же, как и Valley of Love, Долина любви, находится рядом с рукавом заливом, что уже само по себе очень красиво. Также парк облагорожен разными интересными садами в стиле европейских парков. То есть тут ты ощущаешь себя, как будто ты где-то во Франции или в Северной Испании. Все ухожено, все чистенько, все красиво. Но самое мне, что больше понравилось, это дорога сюда. При въезде сюда ты едешь через сосны, земля под соснами покрыта зеленой травкой. И это очень красиво. Прекраснейшие, друзья, живописнейшие пейзажи. Очень спокойная атмосфера, подходит для духовного исцеления, медитации, релаксации. Место такое, что если вы сюда спланируете ехать, едьте на целый день. Я сейчас нахожусь в голове статуи буддийской пагоды Линь-Ан. Она известна тем, что ее статуя невероятной высоты, и сюда можно подниматься абсолютно каждому без каких-либо входных билетов или дополнительных разрешений. По ходу подъема на эту статую ты смотришь на каждом этаже разные интересные настенные рисунки, и когда поднимаешься наверх, вот остается такое маленькое просветление, я бы сказал, это окошечко, вот это шея статуи, но вида здесь красивого, панорамного нету. Возле пагоды Линь-Ан также находится
довольно мощный, сильный водопад, который я тоже пойду посмотрю после того, как поговорю с собой тут наедине, послушаю эту музыку и помедитирую. Интересный опыт, рекомендую каждому. Как минимум физические упражнения на такую высоту поднявшись вам гарантированы. Я сейчас нахожусь на очень мощном, красивом водопаде, широком, под названием водопад Слона, Elephant Waterfall. Я его увидел, когда поднимался на статую пагоды Линь-Ань и сразу сюда захотел прийти. Отличительная особенность водопада то, что вода по нему стекает желтого цвета, перемешанная с глиной. Но это нисколько не уменьшает его величия. Он реально очень крутой. Я прям вот здесь чувствую вибрацию воды. Попасть к нему можно через разные кафе. Я зашел через одно, но видов и кафе несколько. Стоимость 50 тысяч вьетнамских донгов. Нахожусь на водопаде Понгур. Это самый большой и один из самых мощных водопадов в окрестности города Далат. Ширина водопада 100 метров, высота водопада 40 метров. Единственное, что эти 40 метров размываются, потому что водопад ступенчатый, не сразу 40 метров воды падает вниз. Поэтому мощь водопада размытая. Водопад окружен пышными лесами и в сезон дождей набирает свою максимальную мощность. Вход в водопад стоит 40 донгов, спуск вниз облагорожен, а наверх можно за 15 тысяч донгов подняться на электрокаре, что очень удобно не только пенсионерам и пакетным туристам, а даже мне в такую жару было бы лень подниматься вверх пешком. Я сейчас нахожусь возле очень мощного водопада под названием Dam Bri Waterfall. Водопад действительно обладает огромной высотой и огромной мощью. Я представляю, насколько он будет мощный, когда начнется сезон дождей. Тут все будет смывать. Инфраструктура к водопаду очень приятная. Есть кафешки, есть лифт, чтобы перейти на другую сторону. Очень приятное оборудованное место. Также к водопаду я спустился благодаря монорельсовой тележке на самой большой скорости, что только можно. Передо мной не было никаких туристов, корейцев, и я разогнался, и это был супер кайф. Стоимость посещения этого комплекса, водопада и всего, что здесь есть, 250 тысяч донгов или 10 долларов. Также в эту стоимость включено развлечение типа 7D Cinema. Не знаю, что это такое, еще предстоит посмотреть. Но водопадом я точно буду наслаждаться, ну, как минимум час времени, потому что он настолько красивый, что на него можно смотреть бесконечно. Находится от Далата водопад довольно далеко. Если ехать с Далата ради одного водопада, это 3 часа времени. Я ехал с водопада Понгур. С водопада Понгур это 1,5 часа времени. Поэтому, когда будете сюда составлять маршрут, планируйте долгое время нахождения на этом водопаде. Из всех водопадов, которые я посетил в окрестности Далата, Dam Bri действительно самый мощный, самый высокий и самый красивый, на мой взгляд. Итак, друзья, сижу я тут на скамеечке, пью вьетнамский чаечек. И вот такой прекрасный вид. У меня на сегодня еще был запланирован водопад, но я решил не спешить. Посмотрю водопад завтра. И просто посидеть здесь, может минут 30, может часик, может до заката солнца. И лицезреть эти живописнейшие пейзажи, чудеса природы. Невероятно классное место,
слушаешь писк цикад, пение птиц, практически нету людей. Замечательное место. И здесь еще есть гостиница, то есть вы можете тут остановиться, типа рест-отель, глэмпинг такой, и наслаждаться здесь закатом, никуда не ехать, переночевать в отеле или с семьей приехать. Место очень шикарное. Сейчас нахожусь возле живописного озера или водохранилища под названием Датунг. Это озеро имеет тысячи, может быть даже сотни тысяч или десятки тысяч затопленных зеленых островов, которые образуют сумасшедше красивую панораму. Вот эти живописные пейзажи я наблюдаю с разных сторон уже где-то час, и это такое духовное спокойствие, такое наслаждение. Рекомендую каждому испытать этот опыт. Но еще, что самое ценное в этом озере, то, что дорога сюда была просто великолепная. Чайные плантации, кофейные плантации, живописные холмы с густыми лесами. Вот дорога мне запомнилась очень сильно. И если мы посмотрим в окрестностях Далата, то я его практически весь объездил. Это была самая красивая дорога. Я сейчас нахожусь возле водопада Бобла Waterfall. Водопад высотой 40 метров, шириной 20 метров, и в принципе водопад очень и очень красивый. Особенно как он вписывается в живописную окружающую природу. Есть и ложка дегтя в этом водопаде. Дело в том, что просто так в него попасть нельзя. Нужно заезжать сюда через парк развлечений. И вот тут есть несколько неприятных моментов. Первое. Завышенная цена. Чтобы добраться до водопада, нужно заплатить 220 тысяч вместе с электрокаром, который спускается. Но он не спускает к самому водопаду, он спускается на полпути. И когда я спросил, почему мы не едем к водопаду, он сказал, все, дальше электрокар не едет. И вот эти все моменты, и сейчас многие скажут в комментариях, ты жлоб, жлобися, заплати за водопад $6, $8 за трансфер. Нет, я не жлоб. Я просто сравниваю с другими водопадами Дамбри, где ты платишь $10 за вход, но там ты катаешься на аттракционах, на американских горках. И водопад гораздо красивее этого. Я понимаю, что эти американские горки стоят обслуживания, денег и цены. А что тут, за что тут платить, я не знаю. В общем, отжали у природы водопад, настроили непонятно каких аттракционов, непонятно каких абсолютно не въезжающих в одну тематическую сферу статуй, просто разные, от балды наставили. И еще и куча динамиков с патриотической какой-то коммунистической музыкой или еще какой-то музыкой. И я слушаю не писк цикад, не звуки природы, не шум водопада, а какую-то коммунистическую музыку. Еще один водопад мне очень нравится, называется Баодай. Нравится он тем, что водопад высокий, мощный, великолепный. Он впадает сразу в водохранилище, то есть можно понаслаждаться видом как водопада, так и водохранилища. И еще приятный бонус, этот водопад заброшенный, но при этом он когда-то был обустроен, и к нему ведут несколько дорожек. Само наслаждение туристов практически нет, за вход платить не надо, нет всяких аттракционов, какой-то музыки, каких-то тележек. Ты можешь тут побыть наедине с природой и послушать, ну, например, шум цикад. Не знаю, хватает ли сейчас петличка их, но это прям музыка для ушей, музыка для души. И, в принципе, этим водопадом я буду заканчивать свое путешествие города Далат и вокруг города Далат. Хочу немного сделать такие выводы. Город must have, обязательно нужно посетить. Город обладает сумасшедшим количеством достопримечательностей и интересных локаций. Главный интерес в городе – это то, что город
по сути, находится в горах, и дома города расположились на холмах этих гор. Соответственно, прекраснейшие виды, прекрасный запах сосен, прекрасные дороги. В самом городе есть супермаркеты, есть кафешки, очень много бюджетного жилья. Я жилье дороже, чем за $8 не снимал, причем это не какая-то койко-место, это полноценные, классные, современные отели. И вокруг города очень много вот похожих водохранилищ, заток, на них можно кататься на лодочках. Есть вокруг этих водохранилищ построили много парков, аттракционов для детей, для взрослых, для семейных. Поэтому я рекомендую приехать сюда минимум на 3-4 дня, чтобы все посмотреть и насладиться природой. А семейным вообще приехать на неделю. Жить ли в Далате постоянно, как экспатом, там месяц работать? Но я бы не сказал, что это город для постоянного места жительства, потому что все-таки хочется жить на море. Но приехать на неделю, перезагрузиться, это очень хорошая локация. Вот на этом я и заканчиваю Далат. И будут новые выпуски про Вьетнам. Путешествуйте. Я буду вам показывать интересные места, чтобы ваши путешествия становились ярче.